Они слышат его в полночь. Гудящий, низкий звук, словно гигантская труба, в которую кто-то трубит сверху, среди облаков. Он звучит в безлуние, когда небо безмолвно. Но вдруг раскат. И ни души на улицах. Как будто нечто чуждое решило заявить о себе через небо. Что это за звук, который пугает людей по всему миру? Почему ученые до сих пор не могут дать единого ответа? Сегодня мы погрузимся в тайну небесных труб, миф, наука и загадки, которые до сих пор не разгаданы. Начнем с классического «Сенекер Ганс» ружья Сенека. В штате Нью-Йорк и Северной Каролине с 19 века местные жители слышат громы без грозы и дождя, выстрелы, доносящиеся из озер и лесов. Один житель так описывал: вдруг хлопок, словно что-то взорвалось вдалеке, но ни дыма, ни света, ни эха. Любопытство ученых привело к размещению сейсмодатчиков, инфразвуковых сенсоров, но никаких землетрясений, никаких местных взрывов. Что это? Метеориты. Атмосферные явления. А теперь другой угол мира. Коста-Рика, январь 2012 -го. В маленьком городке люди в течение нескольких ночей подряд просыпались от металлизированного гула, напоминающего рев трубы. Журналисты записывали звуки на телефоны, местные радио передавали репортажи. Но официального объяснения не было. Ни геофизики, ни военные, ни аэрокосмические агентства не заявляли о своих причастностях. Исследователи исключили классические источники – взрывы, самолеты, землетрясения, и дело осталось на уровне мистического гудения из ниоткуда. Это лишь первая часть головоломки. Ученые и любители по всему миру собирают свидетельства – видео, аудиозаписи, показания. Но однозначной теории нет. И здесь рождаются легенды о глазах небес, трубах судного дня, грядущем. Дальше мы погрузимся в научные гипотезы. От океанских микробаром до болидов, от температурной инверсии до криосейсмов. И покажем, как один и тот же звук может иметь множество лиц, как призрак, как наука, как страшная песня небес. Приготовьтесь, мы не просто расскажем, мы заставим вас почувствовать, как будто вы стоите под этим небом, слушаете. Когда мир впервые столкнулся с этими звуками, ученые поспешили дать объяснение. Они назвали их Skyquakes – небесные землетрясения. Сотни отчетов – Канада, США, Швеция, Япония. Звуки гремят, но сейсмографы молчат. Одна из самых убедительных теорий – океанские микробаромы. Гигантские волны в океане сталкиваются друг с другом, создавая невидимые низкочастотные вибрации. Эти вибрации проходят через атмосферу, огибают планету и иногда достигают поверхности. Когда условия идеальны – температура, влажность, давление – мы слышим их как гул труб, тянущийся с небес. Ученые называют этот эффект голосом моря. Но разве голос моря может звучать над пустыней или Антарктидой? Другие говорят, всему виной температурная инверсия. Когда теплый воздух запирает звуковые волны между слоями атмосферы. Любой отдаленный источник – взрыв, самолет, даже гром за сотни километров – отражается и будто бы сходит с неба прямо на головы людей. Но все эти явления не всегда совпадают. В сотнях случаев источник так и не найден. А кто-то винит метеоры, взрывающиеся в атмосфере. Они создают мощные инфразвуковые волны, слышимые на огромных расстояниях. Иногда именно они рождают тот самый металлический гул, будто небо выдыхает. Но не каждую ночь над Землей падают метеоры. Есть и другая гипотеза – криосейсмы или ледяные землетрясения. Зимой, когда Земля промерзает до камня, вода внутри трещин расширяется, и Земля разрывается с громом. Но люди слышали эти звуки и летом, и в тропиках. Так что даже эта версия не спасает от чувства, что за всем стоит нечто большее. Каждая гипотеза звучит убедительно. Но ни одна не верна. Потому что никто не смог записать источник. Камеры показывают небо. Микрофоны ловят гул. А приборы – тишину. И тогда остается только одно объяснение. Что небо действительно говорит. Когда первые видео со странными звуками появились в сети, мир замер. 2011 год. Киев, Канада, Швеция. Люди выходили на улицы с телефонами, записывали, как небо гудит, будто огромная труба. Вирусные ролики набирали миллионы просмотров. Комментарии делились на два лагеря. Одни писали «это трубы апокалипсиса», другие «это просто монтаж». Расследования показали, часть записей подделка. На многих видео был наложен звук из фильма «Война миров» 2005, сцена, где инопланетные машины пробуждаются из Земли. Те, кто проверял спектры звука, заметили, волны совпадают. Так родилась легенда о трубах судного дня. Но вот что пугает. После того, как разоблачили фейки, звуки не исчезли. Люди продолжали слышать их по всему миру. С 2015 по 2020 зафиксированы сотни случаев. В Канаде, в Германии, в России, в Чили. Некоторые звуки удавалось записать на профессиональную аппаратуру. И вот парадокс. Даже после фильтрации и анализа сигнал оставался необъяснимым. Звук низкий, около 20 Гц, почти на грани слышимости. Он повторяется, будто кто-то играет один и тот же аккорд снова и снова.
И ни один микрофон не фиксирует направление. Будто он идет со всех сторон одновременно. Так не бывает, но это есть. Может быть, фейки – это всего лишь попытка объяснить то, что не поддается объяснению. Ведь легче поверить в подделку, чем в то, что небо действительно живое. И если оно заговорило, кому оно отвечает? Тысячи лет назад, задолго до телефонов и записей, люди уже слышали голос неба. В хрониках Древнего Китая упоминали поющие облака, гул, который предшествовал землетрясениям и бурям. В скандинавских сагах говорилось, что это трубы богов, зовущие воинов в Вальгаллу. А на побережьях Индии местные племена рассказывали о пушкарганах, грохотах, исходящих из моря перед бедствиями. В Европе такие явления называли барисал-ганс, а позже сенекр-ганс. Люди слышали их на берегах рек и озер. Иногда за день до кораблекрушений, иногда без всяких причин. Ученые фиксировали, записывали координаты. Но всякий раз все заканчивалось одинаково. Отчет, тишина и следующее появление. Каждое поколение давало им свое имя. В XIX веке – голоса без грозы. В XX – небесные канонады. В XXI – трубы апокалипсиса. Мы лишь меняем слова, но суть остается одной. Кто-то или что-то говорит с нами через небо. Когда-то считали, что это предвестие войн, потом извержений, потом конца света. Но что если все это одно и то же явление, просто наблюдаемое в разные эпохи? И если небесные трубы звучали еще тогда, когда людей на Земле почти не было? Наука пытается объяснить звуки атмосферой, ветром, температурой. Но даже самые точные формулы бессильны перед тем, что вызывает в нас древний страх. Это не просто звук, это зов. И мы не знаем, кому он адресован. Каждый раз, когда небо начинает звучать, люди выходят наружу, поднять взгляд и понять, что именно там за облаками создает этот голос. Ученые ищут цифры, священники – знаки, остальные просто слушают и боятся. Эти звуки не предупреждают, они не повторяются по календарю. Они приходят внезапно, иногда в один город, иногда сразу в 10 стран. И словно проверяют, услышат ли их на этот раз. Может быть, эта земля дышит, может, океан шепчет свои древние песни, а может, кто-то за гранью просто напоминает, что мы не одни. Когда небо отвечает, оно не говорит словами, оно говорит страхом, гулом от которого дрожат окна, волной, что идет сквозь кости, эхо которое слышишь не ушами, а внутри. И если однажды ты услышишь эти звуки, не ищи их источник, просто запомни. Возможно, небо зовет не всех, только тех, кто должен ответить.